привет, меня зовут Дими, и сегодня я расскажу, как сделать терминал оценки качества сервиса. В первой части мы распакуем юнит POI SP32, познакомимся с технологией POI. Далее соберем терминал из данного юнита и базового устройства M5 Core 2. Затем напишем приложение, которое будет отправлять оценки клиентов на сервер по протоколу TCP. В картонной коробке идет юнит POI SP32 и гроф-кабель 20 см. Габаритные размеры достаточно компактные и составляют примерно 72 на 26 на 19 мм. Устройство работает на связке из микроконтроллера ESP32 со 100 мегабитным Ethernet транссивером IP101G, совместимым с протоколами I3E 802.3 и 802.3U. Главной отличительной особенностью является поддержка POI стандарта I3E 802.3AF. Такой стандарт регламентирует мощность нагрузки, не превышающую 15,4 Вт. Однако в случае с данным юнитом мощность ограничена 6 Ваттами. Напряжение на передающей стороне в диапазоне от 44 до 57 вольт и от 37 до 57 вольт на принимающей. Что же такое POI? Это аббревиатура от Power over Ethernet, что означает питание через Ethernet. На одном конце линии подключают входной инжектор, а на другом – выходной, или же конечное устройство с поддержкой POI, например, наш юнит. Для подключения к линии юнит оснащен разъемом под вилку RJ45, а для подключения к базовому устройству предусмотрен гроф-порт. Благодаря данному юниту возможно не только подключить базовое устройство к сети по кабелю, но еще и обеспечить электропитанием. Одним из самых простых решений является терминал оценки качества сервиса, который размещают в офисах обслуживания клиентов, например, в банковской сфере. Клиент может поставить оценку сотруднику, тем самым внести вклад в развитие сервиса и улучшить качество предоставляемых услуг. Хорошо, а сейчас давайте перейдем в UI-Flow и напишем для этого приложение. Добавьте надпись с призывом клиента поставить оценку. Далее создайте и настройте две сенсорные кнопки по своему усмотрению. После добавления данных элементов появятся соответствующие секции в разделе UI. Добавьте поддержку юнита POI SP32 с помощью кнопки «плюс». Не забудьте указать порт, к которому вы подключите данный юнит. После того, как юнит будет добавлен, появится секция в соответствующей вкладке. На сегодняшний день добавлена поддержка протокола TCP и MQTT. Также есть служебные функции для инициализации и проверки. Давайте инициализируем наш юнит в блоке Setup. Чтобы клиент знал, что оценка была поставлена, создайте две функции, которые будут воспроизводить веселую или грустную мелодию в зависимости от оценки. Далее создайте главную функцию, в которой будет происходить отправка оценки на сервер. Перед отправкой необходимо проверить наличие соединения с линией и юнитом. Далее создайте переменную, в которой будет записан JSON с идентификационным номером терминала и оценкой. Для каждого места обслуживания свой уникальный номер. Используем один. Если клиент положительно оценит сервис, то в данную пару будет записано значение true, иначе false. Для отладки результат выполнения следующих далее методов необходимо вывести, например, в последовательный порт. Используйте данный блок для подключения к серверу. В него необходимо указать IP-адрес и порт. Затем отправьте сформированный пакет на сервер по протоколу TCP. В случае возникновения ошибки выведите сообщение. Осталось добавить функции обратного вызова для кнопок.
При нажатии на красную кнопку необходимо воспроизвести грустную мелодию, затем отправить оценку с аргументом false, а при нажатии на зеленую — веселую мелодию и отправить оценку с аргументом true. Отлично! Давайте сохраним приложение в память устройства и посмотрим, как это работает. Не забудьте подписаться и нажать «Нравится». До встречи в следующем видео. До свидания. STEM-контент сделал Димми. Текст читал Сергей Колбинцев.